Можете меня поздравить, я посмотрела первый сезон Sailor Moon. Спасибо. Наверное, это должно было произойти лет 15 или 20 назад. Но мне почему-то не было это так интересно, когда я была мелкой. Наверное, я слишком мелкой была, да? Мне было интересно, потому что это мейнстрим бренд. Блин, не знаю, когда показывали по ТВ, по ТНТ, вообще не помню, чтобы кто-то это обсуждал где-то, и интернет тогда еще не было. Скорее, Ты вообще только при мне про Винкса узнал. Вот. В общем, как вы уже поняли, мы наконец-то с Аней посмотрели первый сезон Sailor Moon. Как вы поняли, по этому искрометнейшему вступлению будет невероятно интересно, так что не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии, вообще рассказывать, вы смотрели сами Sailor Moon, или может быть вы, как я, ознакомились с этим только недавно. Ну а пока вы рассказываете об этом в комментариях, я представлюсь. Всем привет, меня зовут Оля, но ты можешь называть меня Уна Фата, что означает и Саня за кадром. Вообще я заметила, что в последнее время Sailor Moon опять как-то набирает популярности. Да, возможно, это связано с тем, что по Sailor Moon периодически выходит что-то новое. А еще я недавно узнала, что, оказывается, она теперь выходит на Netflix. Я, конечно, понимаю, что сейчас все потихонечку туда перетекает, но этого я как-то совсем не ожидала. Давайте посмотрим, что ли, трейлер, я не знаю. Я, конечно, не скоро дойду до того, что вот будет показываться на Netflix буквально 3 июня. Но хоть посмотрим, как это выглядит. Сань, ты со мной? Вечная Sailor Moon. А я думала, эти девочки были хорошими. А почему она по-другому сделала? Я, кстати, все пыталась запомнить, как она это делает. Во имя Луны и Святого Духа. То есть... Ну, она вот так, Вот так? Да, поднимает вот так. И потом вот так. Пил-пил. Не знаю, мне кажется, есть множество мнений по поводу того, какая рисовка Sailor Moon лучше или хуже. Мне нравится, в принципе, и та, и та. Я не могу сказать, что вот какая-то прям конкретно так хуже или лучше. Ты, Саша, что скажешь? Ну, примерно то же. Короче, обсуждаем первый сезон. Ясное дело, что основное повествование все равно крутится вокруг Усаги и ее подруг. Как это часто бывает, что вроде как мультсериал или сериал про команду, все дела, но все равно есть какой-то самый центральный персонаж. Я не могу назвать себя прям какой-то фанаткой Усаги, но не могу сказать также, что она меня там как-то дико бесит или мне она прям совсем не нравится. Нормик. Мне, конечно, забавно видеть в ней прям такую супер типичную девочку-подростка, которая такая вся со своими проблемами какими-то большими, небольшими, и которая любит кушать. Но, честно скажу, как-то я не верю, что ей реально 14 лет, в плане того, что вот она такая внезапно стала воином в матроске, и внезапно какой-то супер сообразительный во многих вещах. Она как была, так и осталась тупорылой. Саша не смотрел 8 первых серий, да, это и все меняет. Да, в тех сериях, мне кажется, когда у нее еще не было напарниц. Еще тупее была. Ну да, до того, как стала Sailor Moon, она была, такой... Вот что мне особенно понравилось, на самом деле, мне нравится музыка. Я в какой-то момент даже включила себе какой-то плейлист с музыкой по Sailor Moon. И в основном, в принципе, по жизни я слушаю музыку со словами, но там была музыка без слов, просто типа музыка, релакс, вайб, и мне понравилось, не знаю. Да, музыка неплохая. Но ее мало. Там очень много музыки, которая явно слизана с другого. И это тоже немного печально. Всего вот этого должно быть, на мой вкус, больше. То есть разнообразие просто низкое. Ты слышишь одно и то же каждый раз. Да, какое бы оно ни было хорошее, но за 56 серий утомляет все равно. Саша где-то видел 56 серий, я смотрела только 46 серий первого сезона. Да? Ну хорошо. Я помню, что что-то там... Ой, какая радость. Но больше всего мне все равно понравилась музыка и заставки, что со словами, что без слов, там в разной аранжировке она бывала. Но знаете, честно, по словам, по тому, о чем поется в песне, мне все равно нравится больше английская версия. Я как-то посмотрела, по-моему, фанатский перевод, и такая типа, блин, почему все о любви какой-то, там же вроде типа девочки в матросках, мы такие воюем со злом, все дела. Решила посмотреть, что совсем в оригинальной версии поются японские. И оказалось, что этот фанатский перевод очень близок к оригиналу. Вот.
Короче, я не знаю, я, может быть, слишком просто привыкла ко всем вот этим командам девчонок, которые борются со злом и поют об этом в опенингах своих, но как-то для меня все равно английская версия намного приятнее и ближе оказалась, чем японская. Первые серии первого сезона просто супер цикличные. Хотя, в принципе, наверное, можно сказать и о других то же самое, потому что они прям четко происходили по одному сценарию. Небольшие были разнообразия, но немного. В основном, да. Мне вообще всегда интересно было. Правительству города вообще все равно, какие там маркетинговые акции происходят у них внутри города, и то, что вообще-то после них каждый раз происходит какая-то жесть. Типа, они вообще за этим никак не следят. В чем прикол? А вообще вот для меня Sailor Moon и Tuxedo Mask — это прям Леди Баг на минималках. Кроме того, что, в принципе, серии сами по себе довольно похожи по цикличности. Короче, у них сначала была проблема с тем, чтобы понять, что Усаги — это и есть Sailor Moon, а Мамору — это и есть Tuxedo Mask. В Леди Баг и Супер Коте все намного хуже, потому что там столько уже сезонов, а они вроде только недавно, как я поняла, поняли, что вот они есть те самые ребята. А может, и не поняли? Самое прикольное, что Рэй в какой-то момент такая, типа, подождите, он как-то странно похож на Мамору. А Усаги такая, ой, да не, Мамору так противный, фу, это не может быть. Ну а как встречаться, если ты не знаешь, что это за человек? Легко, можно встречаться вот с Tuxedo Mask. А как с ним встречаться? Легко. Он всегда убегает. Ну, если познакомиться, не будет убегать больше. Я как человек, который видел трансформации в своей жизни столько, я не знаю, вот вообще видели вы столько трансформаций в своей жизни? Наверное, видели, но все же. Трансформации в Sailor Moon очень прикольные. Я не знаю, меня как бы не вызывали они какого-то просто кринжа. Мне было приятно на них смотреть, даже если я их видела в 100-й раз. Они довольно быстренькие, по делу, быстренько перевоплотились и побежали. Я бы не сказал, что быстренько. Быстренько там очень редко бывает. Вот что меня немножечко напрягло, это то, что все их вот эти магические заклинания обязательно сопровождались какой-то анимацией. Всех было по одному заклинанию. Я только помню, что у Рэй там 2 заклинания было, у Sailor Moon несколько было заклинаний. А у остальных все одинаковое, каждый раз одинаковая анимация, чуть-чуть там, может быть, менялась. Они немножечко добавляли, получается, вот в моих мыслях времени к их перевоплощению, и уже тогда получалось, конечно, немного затянуто. Но я понимаю, что это такая фишка, типа, такого жанра, видимо. Типа, сказала заклинание, пых, и все, и пошли дальше. Вот эта вся анимация, пока пройдет все дела. У них враг такой, понятно, что она сейчас будет делать, короче, защищусь заранее. Мы тут замечали в некоторых моментах забавные ляпы. Например, в первом перевоплощении Sailor Moon, может быть, и в следующих это тоже было, когда я делала вставку для другого своего видео, я заметила, что у Усаги несколько пальцев потерялось, типа, это так забавно. И вроде всегда кажется, такая классная рисовка, так классная анимация сделана. А еще во время того, как Sailor Mercury делает свою атаку, мы заметили, что у нее пропадает перчатка. Ну, типа, мелочь. Но это просто забавно, когда постоянно повторяется эта анимация, и почему-то ни разу они не заметили это, не обратили внимания и не исправили. Все же я говорю, что это может быть косяк, Ну да. А мы поняли, что Текнус писали почти прям полностью с Sailor Mercury. Потому что я, если честно, никогда не понимала, почему Текнус всегда сравнивают с Меркури, потому что, типа, внешне, окей, да, девочки с короткими волосами, умницы, красавицы, все дела, и что дальше? Оказывается, что Меркури там действительно разные с гаджетами, типа, имела дела, и, типа, это реально забавно, насколько на самом деле есть общего. Скорее, это просто архетип. Sailor Mars. Это вот моя любимица. Мне как-то просто она однажды приглянулась. Сейчас я посмотрела первый сезон, мне она дальше так и нравится. Так что она моей фавориткой так и останется. Она и красивая такая, и вот этот красный цвет вообще очень круто выглядит. Ну и по характеру мне она тоже нравится. Соединяет сразу 2 противоположности. Она одновременно такая, типа, холодная, немножечко расчетливая, что ли. А с другой стороны, она такая вся страстная, такая эмоциональная. Тебе нравится, Рэй? Она просто в себе держит. На самом деле она норм. Ну да. Sailor Юпитер, это которая с молниями. Она вообще тоже прикольная девчуля, но я почему-то все время думала, что она просто такая нежная, прелестная, все дела. Она, оказывается, такая боевая. Я думала, что она, типа, допустим, она имеет что-то там такое боевое, да, у себя в арсенале, но не то, что она прям спортсменка. Я думала, что она такая там просто. Молниеносная энергия, все такое. Окей. Меня немножечко начало подташнивать насчет того, что она... Типа, сравнивать тех пацанов со своим бывшим, который разбил ей сердце. Нет, это, конечно, забавно, просто в один момент что-то концентрация была этого прямо. Я такая, типа, господи.
Девчуля, пора выбросить из головы своего бывшего. Она, по-моему, из всех самая невзрачная, но не в плане там внешности или типа того. Простая ты хочешь? А вот она как-то для меня, по-моему, на последнем месте стоит. Сейлор Венера. Вот, красопетка и все дела. Да ты сам такой. Свиньера. Свинкс. Мне кажется, у нее образ такой, типа под типичную блондинку, но на самом деле она не такая уж типичная блондинка. Она какая-то вот, как будто бы больше связана со всякими вот этими вот иными мирами, с их предыдущей жизнью, больше, чем все остальные девчонки. И у меня до сих пор такое ощущение, что у Сейлор Венеры как будто бы в реальной жизни нет семьи. А еще прикольно, что там есть геи. Это не подчеркивается с одной стороны, а с другой это как-то вот, не знаю, миленько обставлено, но все равно грустно. И тот умер, кстати говоря, в конце концов. Спойлерычи! А вообще мне еще прикольнуло, что у девочек все их силы как-то обоснованы. Кроме того, что они связаны с какими-то элементами, они еще и связаны с планетами. И по планетам они как раз там и называются. Сейлор там Марс, Сейлор Венера и так далее. Отчасти это связано с темой знаков зодиака. Мне, кстати, кажется, что еще и поэтому сейчас Сейлор Мун немножечко поднялись в теме, потому что у них там тоже это поднимается. Саша, тяжело, да. Тяжело, Саня, тяжело. Прикольный факт, что каждая девочка родилась реально под знаком зодиака, который принадлежит той планете, силами которой они пользуются. Вот. Что бесило, что злыдни что-то какие-то тупые все-таки. Типа, хочется какого-то классного злодея видеть, а они даже не могут понять, кем Сейлор Мун являются в обычной жизни вот на Земле. У них есть шар, через который они смотрят, что там сейчас происходит. Они не могут просто слежку вести за определенными вот воинами и посмотреть, что они делают в обычной жизни. Ладно, там кто из них конкретно Сейлор Мун, хотя бы можно было других воинов вычислить, и они вроде вычисляли. Точнее, приспешники типа вычисляли, да, видимо, помощники, а сами злыдни, главное, не вычисляли. И хотя бы так понять, в каком окружении, да, Сейлор Мун там обитает в основном, и понять, где здесь Усаги, а где не Усаги. Насчет окружения, это ближе к концу они догадались так сделать. Короче говоря, к чему мы это ведем? Кошки самые адекватные персонажи в этом мультсериале. Во-первых, да, потому что они знают все. Во-вторых, знаешь, даже со знаниями можно быть не очень умным человеком. А еще Алла навела меня на мысль о том, что конкретно взяли для Винкс у Сейлор Мун. То есть я всегда такая думаю, окей, создатели Винкс вдохновились Сейлор Мун. Окей, они что-то позаимствовали, но в целом, на самом деле, они в основном заимствовали жанр. Оказалось, не все так просто. Сходства между Блум и Усаги на самом деле довольно такие серьезные, я бы сказала. Во-первых, она главный персонаж. Изначально мультсериал Винкс хотели называть Magica Bloom, типа волшебница Блум. Примерно то же самое, как здесь, типа Sailor Moon. В той озвучке, которую мы смотрели, а это была озвучка от СТС, по-моему, такого не говорили. Но у нее, типа, есть, у Усаги, еще есть никнейм, типа Банни, типа кролик. А у Блум кто самый лучший друг? Кролик Кико. Ну, вы поняли. Они обе являются принцессами затерянного, разрушенного королевства. Момент, когда Эндимион жертвует собой, спасая Сейлор Мун, что-то там с мечом, короче, он бегал, махал, мне почему-то напомнил момент, когда Оритейл и Марио последний раз были в живых. Это было в первой полнометражке Винкс Тайны затерянного королевства. Ну и вы скажете, ну хотя бы внешне они не похожи. Ну, в общем-то, да. Но с другой стороны, в команде Сейлор Мун, по сути, есть две блондинки. Она сама, Сейлор Мун, и Сейлор Венера. Мне кажется, у Сейлор Мун скорее всего такой, типа, чуть-чуть рыжеватый блонд, как он называется, клубничный блонд, по-моему. Ну и это гонка за кристаллом. Кристалл. Серебряным кристаллом. И за пламенем огня дракона в первом сезоне. Тоже, знаете, вот что-то есть общее. Но что меня, как бы фанатку Винкс, довольно сильно поразило, это довольно высокий уровень жестокости. То есть в Винкс я такого не могу, например, припомнить. В тех же Чародейках не настолько все было жестоко, хотя считается, что Чародейки намного темнее, мрачнее, чем Винкс. Девочки 2 раза били Усаги по лицу. Блин. Это жесть. Нет, ясное дело, что она сама там Усаги, типа, что-то сошла с ума, и ее надо было привести в чувство, но это жестковато, типа, я не ожидала такое увидеть. И то, как Мамору почти убил Сейлор Мун в конце под воздействием этой женщины злой. Как ее там звали? Берил. Вообще жесть, я так переживала на самом деле. Я думала, он реально ее убьет. По-моему, 5. Все впереди. А что? А в результате-то девочки все равно все умерли.
скажем так. И у вас, наверное, возникает сейчас вопрос, а если они умерли, чем тогда закончился сезон? Это типа что, на первом сезоне вообще весь сериал заканчивается? Конечно же нет, они просто переродились. И типа они все забыли, и они опять ничего не знают, и они друг друга не знают, только кошки все помнят. Гениальный способ выйти из неприятной ситуации и продолжить сериал любым способом. Тупейший способ. Я не жалею, что посмотрел. Я вот чувствую, что я бы ничего не потерял, если бы не посмотрел. Я и говорю поэтому, что норм. Ну просто, нету ничего особенного. 3 с плюсом, 4 с минусом, что-то такое. Но у меня есть большая надежда, что следующие сезоны все-таки будут получше. Типа, первый сезон это так, раскачка, а потом уже поинтереснее как-то. Пишите в комментариях, было бы вам интересно узнать о наших мыслях после того, как мы просмотрим 2, 3, 4 и так далее сезоны. В общем, делитесь своими впечатлениями в комментариях. Также можете рассказать, что вы думаете по поводу первого сезона Sailor Moon. Любите ли вы вообще этот мультсериал, аниме? И напишите обязательно, кто ваша любимая воительница матроски. Большое спасибо вам за просмотр. Не забывайте про подписки, лайки, дизлайки. Здесь сейчас появятся другие интересные видео с моего канала. Желаю вам чудесного дня и до скорого!